Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Говорят, что счастье за деньги не купишь. Но в нашем мире потребительства, консюмеризма, мне кажется, все согласятся, что деньги — это очень важная часть нашей жизни. Да, и сегодня мы поговорим о деньгах и выучим много полезных фраз, чтобы говорить о покупках, финансах и так далее. Мгм. Да, ну и давай начнем с вопроса. Тебе вообще нравится делать покупки? Если да, то на что тебе нравится тратить деньги? Я ненавижу ходить по магазинам. М, Я ненавижу шопинг. Я ненавижу покупать одежду. Покупать косметику иногда мне нравится, то есть мне нравится больше, но не знаю, мне не нравится, что в магазинах очень много людей, и можно потратить очень много времени, но так ничего и не найти, ничего и не купить. мгм. Кратко расскажу, как я недавно ходила на распродажу в магазин Zara. Мгм. Это такой ужас был. Это было хуже, чем в секонд-хенде. Вещи просто лежали на полу, на полках была гора каких-то, назовем это, вещей, людей была куча, и просто я даже не смогла ничего посмотреть. Поэтому я с тобой согласна, ходить по магазинам, особенно в распродажу — это кошмар. Но есть онлайн-шопинг, что ты думаешь об этом? В России мне очень нравился онлайн-шоппинг, потому что есть сайт Озон, есть Wildberries. Ты просто открываешь, смотришь отзывы, а русские очень любят писать отзывы, и спокойно выбираешь себе одежду. Но в Албании довольно ограниченный выбор онлайн-магазинов, и поэтому я предпочитаю пойти своими ножками, померить и уже купить вещь, которая понравилась. Ах, я думаю, что онлайн-шопинг — это очень удобно, но каждый раз, когда я думаю: "Окей, я не хочу ходить по магазинам, тратить время, я сейчас подберу что-то онлайн", я начинаю смотреть, и тоже там, может быть, читать отзывы, если это marketplace, и понимаю, что, ну, не могу я понять, какой размер М, мне подходит. Вообще совершенно ничего не понятно. И думаю: наверное, мне нужно потрогать, мне нужно примерить, чтобы принять решение". Можно заказать и потом вернуть, но, если честно, тоже не очень хочется тратить на это время. И очень часто, когда мне приходят какие-то вещи, и они мне не подошли, они просто остаются у меня. Потому что, ну, я не занимаюсь процессом возврата, и тоже я никогда не заказываю очень дорогие вещи, поэтому, ну, мне как бы не жалко денег, просто, может мгм. быть, жду, когда приедут там друзья, подруги, чтобы отдать эту вещь, может быть, кому-то понравится. Поэтому не знаю, я для себя не решила, какой шопинг лучше, поэтому пока я говорю, что никакой. Мне не нравится ничего. Но иногда, когда сильно нужно что-то новое или хочешь, конечно, ты идешь в магазин или идешь на сайт и что-то покупаешь и заказываешь. Итак, что сейчас у тебя в списке желаний, в списке хотелок? На самом деле, немножко странная вещь, но я хочу перкуссионный массажер. Это такой аппарат, который Мгм. делает массаж как бы вибрацией, и он выглядит как пистолет, и ты как бы держишь его, А, и он массажирует тебе плечи, спину. И я попробовала его у подруги, и теперь хочу себе тоже. Но я еще мгм. выбираю, потому что есть самые разные бренды, есть самые разные цены, и мне еще нужно посмотреть, что лучше. Ну, еще 5 месяцев до твоего дня рождения. Да, Можешь выбрать.
Действительно, время есть, поэтому я потихоньку присматриваюсь. И еще у меня есть одна хотелка. Это сумочка одного российского бренда. И она очень странная, странной Мгм. формы, потому что у нее есть такие две куриные ножки. А, ага. Эта сумка стоит целое состояние для меня, она правда дорогая, и поэтому пока я знаю, что я не могу себе ее позволить. Да, но скорее всего она дорогая, потому что она ручной работы. И я понимаю смысл доплачивать за ручную работу, когда над каждой деталью старались, вкладывали душу, и у тебя какая-то уникальная вещь. Но я не понимаю шума вокруг брендов. Ага. Когда сумка, одежда, бижутерия стоят миллионы. Мгм. Ну, там нет какого-то особенного качества. Это не благотворительная акция, да, потому что когда это благотворительная акция, ты покупаешь что-то дороже, и деньги идут на благотворительность. И поэтому мне очень странно, когда люди покупают сумки за бешеные деньги, да, и ты знаешь, многие девочки там мечтают о какой-нибудь там Биркин или как она Мгм, называется, да. и Да. все остальное. Не разделяю этих интересов, но если вам нравится, у вас есть деньги, пожалуйста, что я могу сказать. Да. И говоря о желаниях, я думаю, что у меня только одно желание, которое вряд ли исполнится в ближайшее время, это дом. Свой дом, потому что мне не нравится жить с соседями, мне не нравится, что от них есть какие-то постоянные звуки. И дом где-нибудь рядом с природой, чтобы я могла завести собак. И утром я открываю дверь в сад, собаки выбегают, бегают, наслаждаются утром, и я просто пью свой кофе, смотрю на это все и думаю, как хорошо, что я купила дом. Это правда мечта. У меня сейчас, в "Инстаграме" сплошные, то есть большое количество видео о доме, о своем Мгм. доме. И особенно, так как сейчас зима, это в снежном регионе в России. И я тоже думаю: "Боже мой, это какая-то сказка". Ты открываешь дверь, у тебя здесь елка заснеженная, справа у тебя какая-нибудь зона для гриля, и ты делаешь мясо и заходишь в дом, смотришь на этот вид. Как хорошо! Да, но я бы все-таки предпочла где-то с видом на море и в жаркой стране. Но, конечно, снег это тоже красиво, но я не представляю себя с лопатой, которая чистит участок Ну, каждый себя и день не от надо. снега. Надо мужа представлять с лопатой. Перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность побороть языковой барьер, найти новых друзей и просто хорошо провести время. Все детали в описании, пожалуйста, посмотрите. Если вам подходит день и время, жду вас на встречах разговорного клуба. А ты считаешь себя шопоголиком? Или все твои покупки продуманы, спланированы? Да, все мои покупки спланированы. Я 100% не шопоголик. Ам, и я горжусь этим, потому что я не трачу много денег и много времени впустую. А ты? У меня тоже покупки спланированы, потому что, я знаю, что в будущем мне нужно будет, покупать что-то более значимое и более дорогое. Например, билеты в Россию, которые сейчас стоят немало денег. И если я хочу увидеться с семьей, мне нужно сэкономить на чем то что мне не очень-то нужно прямо здесь и сейчас. Единственное, на что мы с мужем тратим немало денег, я думаю, это кафе и рестораны, потому что мы М. довольно часто заказываем еду или ходим куда-то поужинать, просто потому что иногда не хватает времени готовить дома, иногда я не хочу готовить дома.
Ну, а иногда это просто вид развлечения, потому что если ты идешь в какой-то необычный ресторан, то для тебя это как бы и новые эмоции. Да, абсолютно верно. Такие места, как рестораны, кафе, театры, музеи, да, но это новые впечатления, это возможность разнообразить свою жизнь, возможность получить новые знания тоже. Поэтому, если я выбираю тоже, например, купить какую-то вещь, какой-то предмет одежды, или потратить эти деньги на ресторан и кафе, наверное, я выберу ресторан и кафе. Мгм. Да, это все таки больше дает эмоции, впечатления, а значит, более ценно. Верно. Да. Кстати, мы с мужем решили проверить, сколько денег мы сэкономим, если будем, питаться только дома в феврале. Мгм. Поэтому не будем ходить в кафе, будем только готовить дома и посмотрим. В общем, помолитесь за нас. Как это будет, не знаю. Но знаешь, в некоторых странах на самом деле дешевле питаться в кафе и ресторанах. Я не говорю о каких-то мишленовских ресторанах, да, а я говорю об обычных местах с нормальными ценами, потому что это, когда ты готовишь, это не только цена за продукты, это цена также за твое время, Мгм. цена также за электричество, за газ, за воду и так далее. Поэтому в некоторых странах я понимаю, почему люди отказываются от Мгм. приготовления еды дома и просто идут в кафе и ресторан. Так что жду результаты вашего эксперимента. Я тоже. Да. Ну и еще у меня есть такая проблема, что мне трудно тратить деньги на себя. Еще М. с детства я помню, как я любила копить деньги, то есть сохранять их где-то в коробке, в копилке, и потом покупать на эти деньги подарочки для семьи. А вот потратить на себя, купить какую-то, не знаю, игру или игрушку, вот это было всегда для меня очень трудно, и это сохраняется и сейчас. То есть, на подарки любимым я готова тратить большое количество денег, а для себя я всегда, деньги жалею. То есть я задаю вопросы: "А тебе правда нужна эта вещь? Может быть, ты можешь жить и без нее?" Ну и, как правило, ответ "да". Мгм. М. Но часто такие финансовые привычки формируются еще в детстве, да. И я тоже нелегко трачу деньги на себя. И, к сожалению, я знаю, как деньги тяжело достаются. Ага. Да. И моя семья никогда не жила богато. И особенно если мы говорим о конце 90-х и начале нулевых, когда, в принципе, во всех городах были финансовые проблемы, кроме, наверное, Москвы и Санкт-Петербурга, потому что всегда это какие-то отдельные области. И я думаю, что большинство семей отказывали детям в каких-то импульсивных желаниях, импульсивных покупках. Подарок нужно было реально заслужить, нужно было себя хорошо вести, и ты не мог просто вот так ходить по магазину и говорить: хочу это, хочу это, хочу это. Часто дети мечтали о чем-то годами, реально, пока им это не подарят. Да. Мгм. Да. У меня тоже такая ситуация. Я думаю, что вот, мои установки, какие-то внутренние принципы сформировались в детстве. Также моя семья не жила богато, и я помню, как моя мама всегда говорила: "Деньги как вода, только получил, их уже нет". И даже сейчас, когда есть какая-то свободная сумма, видимо, все равно во мне эта мысль жива, и я думаю, что, нельзя тратить на эту ненужную безделушку. Нужно обязательно сохранить, потому что не знаешь, что будет завтра. Да, деньги как вода или деньги не растут на деревьях. Да, это то, что любили говорить, но я тоже, если мне там нравится какая-то вещь, я подумаю, тоже как ты задам себе вопрос, нужна ли она мне или не нужна. И часто, очень часто я думаю про себя: окей, сейчас я могу купить эту вещь, но я все равно считаю ее дорогой.
и поэтому я подожду скидок. Будут скидки, и я смогу купить эту вещь. Чаще всего я не могу купить эту вещь, потому что у меня совершенно обычный размер одежды, и очень быстро раскупают одежду в моем размере, поэтому я знаю, что я обманываю себя, но это все равно так. Да. Да. Но я думаю, что еще интересная мысль в том, что всегда твои траты растут пропорционально твоему доходу. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя желаний и хотелок. И таким образом, очень в нашей экономике сложно заработать на действительно важные вещи, вроде своего жилья, как мы говорили о доме, или хорошей машины. И даже более того, в наше время иногда сложно заработать даже на качественные вещи, качественную одежду и даже на еду. Да, и, конечно, здесь еще можно поговорить о социальном неравенстве, да, и о том, как люди живут в разных странах. Да, где-то принято, где-то люди зарабатывают больше и обычно так распоряжаются деньгами, что главная цель — это купить жилье. В некоторых странах ты можешь получать достаточно денег, но все равно ты не можешь купить жилье или даже взять ипотеку. Например, тоже немного грустно от этого, но это не первый год, когда в мире есть деньги и вообще вся эта система. И понятное дело, что мы должны работать, даже если сегодня нет настроения, чтобы просто прокормить себя, прокормить свою семью. Что сказать? Да, что сказать? Ничего. Коммунистический слоган работать, работать и еще раз работать. Ну да, я просто думаю, нормально ли или уместно ли будет здесь сказать, что вы можете стать патронами нашего подкаста. Нет, на самом деле мы принимаем любую поддержку. Если у вас есть возможность помогать этому проекту жить финансово и стать патроном подкаста, супер, прекрасно. Вы можете посмотреть, сколько это стоит, и подписаться или не подписаться. Если у вас нет возможности помочь финансово, просмотры на YouTube тоже помогают этому проекту жить. Если вы поделитесь с друзьями и знакомыми, которые также изучают русский язык, вы тоже нам очень сильно поможете. Если вы поставите лайк, если вы напишите просто какой-то комментарий, это тоже очень сильно нам помогает, поэтому спасибо вам большое не только за финансовую поддержку, но и за любую вообще возможную поддержку. Да, любая ваша поддержка очень ценна. Вопрос недели. А вы легко тратите деньги? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.